Винг. Сколько у меня будет времени после включения? У тебя 60 дней. Это же Винг. Смотрите бесплатно целых 60 дней и оцените одну из лучших коллекций фильмов и сериалов в видеосервисе Винг. Винг от Ростелекома. Йо, чё как, народ? Что ж, я обещал вторую часть про паркур аж 3 года назад. Что? Ну ты тварь! Летом мы испытывали паркур-ломку, потому что нельзя было просто спонтанно прыгнуть в рандомный сугроб и получить кайф от проделанной работы. Делать сальто на асфальте могли либо очень крутые ребята, либо идиоты. Мы относились ко вторым, но по другим причинам. Так вот, на выезде из нашего поселка было какое-то огромное пустое пространство с щебенью и песком. Я не знаю, как это называется, но туда мог пройти кто угодно. Если туда можем пройти мы, значит туда может пройти любой дебил. После школы вечером мы все собирались, чтобы пойти и навести суету, изучив новый элемент. Ладно, пора уже, наверное, освежить память и вспомнить, сколько всего-то элементов было. Давайте я вас сейчас перечислю. Значит, сальто арабское, сальто вперед. И на языке вертится, не могу вспомнить, как же оно, то ли назад, то ли направо. По сложности для меня они располагаются вот так. Ну и вот среди всего этого безумного списка трюков, который, ну я не знаю, он сумасшедший, огромный, я нашел наконец-то что-то уникальное и то, что никто не делал. Этот трюк мне казался всегда супер эффектным, и никто не осмеливался его сделать. Это гейнер. Гейнер — это типа ты прыгаешь вперед, но как бы делаешь сальто назад. Ну, вы видите на экране. Надеюсь, что в будущее я вставлю что-то в монтаж, и мне не будет лень. Вы же сейчас что-то видите на экране? А я здесь, кстати, вообще могу что угодно поставить, да? Дерьмо! И вот как-то раз я собрал всю волю в кулак, созвал друзей и сказал, что готов выполнить тот самый гейнер. Мы вышли из поселка и направились в то место, где было много песков. И вот мы на песках, все молчат, из кнопочной Nokia играет 4 пацана, как будто я буду первым пацаном, который умрет из них. Их было 4 пацана. Господи, да выключите вы эту хуйню уже! Я подумал, что, возможно, его сложность заключается в том, что его страшно делать, а на самом деле он достаточно простой. Ага. Что ж, тогда я чуть не сломал себе шею и нормально так похавал песка. У меня все еще тот страшный момент перед глазами, когда я лечу с полной уверенностью, что сейчас все получится, и в момент понимаю, что физика, по-моему, так не считает. И кажется, я лечу головой вниз. По крайней мере, мы в мульте, поэтому я смогу успеть сказать завещание. Завещать свой компьютер Геневулу, также хотел сказать то, что эта смерть была по вине существования, в принципе, школ в мире, поэтому давайте их закроем нахуй, я готов. Окей. Сейчас я понимаю, что, наверное, было глупо пробовать делать гейнер на песке, когда я мог сделать его в сугробе, где шанс того, что я сломаю себе шею, был явно ниже. Но после этого случая я так и не попробовал. Вспоминая такие моменты своей жизни, думаю, что все детство тебя что-то оберегает, а потом, будучи подростком, пассивка спадает, и ты можешь неудачно поскользнуться на траве и сломать себе руку. Я сломал так руку. Также летом мы делали полосы препятствий из старого матраса, столов и прочего мусора, который мы могли найти на гаражах. Я даже помню, что в этих гаражах стояли всякие машины, в которые мы залазили, типа копейки. А еще там было много вот этих штук. Что это? Только вот делали мы эти препятствия не на земле, что было бы логично, а почему-то на самих гаражах. Видимо, потому что эти челы бегают в фильмах по крышам, и нам нужно, соответственно, так же. Это были 3 полосы гаражей, объединенные одним покрытием. Нюанс только в том, что мы могли в любой момент провалиться под крышу, потому что дыры в нем уже где-то были. Особенно учитывая, что мы каким-то образом затащили туда колеса, столы, матрасы и просто прыгаем на них. Схема была такая: несколько колес, по которым ты прыгаешь, потом ты через стол делаешь манки и в конце делаешь сальто на матрас. Мы могли крайне легко провалиться под эти крыши, потому что они были отвратительно сделаны. Зимой, например, мы почему-то всегда искали очень высокие места для сальто. Чем выше, тем больше шанс сделать полный оборот. Я помню огромный красный контейнер возле недостроенного дома, который был выше нас раза 4. Мы забирались на него по какой-то лестнице и решили, что с него будет отлично делать сальто. Только там было настолько высоко, что мы даже не прыгали, мы просто падали и... как-то получалось. Ну и спустя какое-то время мой друг неудачно приземляется на коленки, испытывает сильнейшую боль и понимает то, что под сугробом, куда мы прыгали, были деревянные балки для стройки. В этот момент я понимаю, что каким-то образом жизнь снова меня оберегла, и я начал думать, что эти доски без проблем могли бы оказаться с гвоздями. Ну а у друга после случившегося была трещина в коленке. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, если вы хотите увидеть 3-ю часть не спустя 3 года.